мы говорили о том, что один конструкт обязательно есть у каждого. Это конструкт эмоциональной оценки. Нравится, не нравится. И мы когда-то говорили, если представить себе человека с одним конструктом, вот он и будет тот самый простой субъект с одним конструктом, то это, конечно, будет конструкт эмоциональной оценки. Хотя на самом деле так не говорят простой субъект. Говорят, что есть высокая и низкая когнитивная сложность. Теперь попытаемся немножко пояснить когнитивную сложность, а именно пометить, с чем она обычно связана. У когнитивной сложности есть целый ряд не просто сопутствующих свойств, а свойств, которые содержательно с нею связаны. Прежде всего заметим, что при высокой когнитивной сложности мир для человека разнороден, многообразен. Можно сказать, что взгляд на мир, и надо сказать, что это касается и буквально чувствительности. Взгляд на мир, даже если иметь в виду собственное восприятие, более дифференцирован. Мне кажется, что можно для начала сказать, нередко высокая когнитивная сложность прямо связана с высокой чувствительностью. И, скажем, когда мы посещаем кабинет окулиста, и нам там предъявляют знаменитое кольцо Ландольта, измеряя нашу остроту зрения, то заметим, что иногда этот же стимул, этот же объект используется для измерения когнитивной сложности. Иными словами, если мы воспринимаем здесь не букву О, а букву С, то это может свидетельствовать о более высокой когнитивной сложности. Впрочем, это, конечно, нуждается в пояснении. И пояснение будет таким. Высокая когнитивная сложность связана с определенным когнитивным стилем. Когнитивный стиль – это как бы способ восприятия объекта или ситуации. И если различать грубо, то когнитивных стилей можно выделить по крайней мере два. Первый именуется глобальный стиль. Глобальный или по-другому зависимый от контекста, зависимый от поля, от окружающего фона. Если стиль глобальный, это означает, что человеку довольно трудно различать детали объекта. Он воспринимает его как единое целое. И, наверное, тесты на когнитивный стиль знакомы каждому, они часто встречаются в популярных журналах. Ну, скажем, нам предъявляют две картинки, и они вроде бы совершенно одинаковые, а нужно найти между ними положенное количество различий. Или нам предъявляют сложную конфигурацию, и нужно внутри этой конфигурации увидеть, выделить какую-то определенную фигуру, какое-то изображение. Если стиль глобальный, то различий выделяется немного, и задача выделения простой фигуры внутри, скажем, сложной конфигурации представляется испытуемому достаточно трудной.
И тогда второй стиль. Он именуется дифференцированным. Дифференцированным или независимым от поля, независимым от контекста. Вот как раз здесь мы имеем дело с испытуемым, который различает детали, который может как бы расчленять объект на части, анализировать его. Причем это относится и к малозаметным деталям. И тогда, продолжим далее, высокая когнитивная сложность, конечно, будет связана с дифференцированным стилем. И добавим, она же обычно связана с более высоким развитием творческих способностей. Уже известные нам, скажем, дивергентности по Гилфорду и так далее. Ведь решение творческой задачи нередко требует как раз выделения малозаметных деталей, так сказать, скрытых, латентных. И если у испытуемого есть такая возможность, это служит признаком высокой когнитивной сложности. Далее. Конечно, у такого человека есть возможность различать и многое другое. И мы постепенно переходим к, собственно, личностным характеристикам. Конечно, такой человек более способен к эмпатии. Он различает самого человека от своего отношения к нему. Именно такому человеку более доступны, ясны мысли и чувства другого, а значит и свои собственные. Нередко высокая или низкая когнитивная сложность связана с воспитанием, с освоенной профессией. Есть популярные результаты, когда по когнитивной сложности сравнивали две группы детей. Одна группа – это были африканцы, причем их род занимался земледелием. А другая – это были канадские охотники-эскимосы, соответственно, их дети. Так вот, интересный результат состоял в том, что, казалось бы, Африка, многоцветие, масса разнообразных деталей, а когнитивная сложность у данных детей низкая. Это объясняется тем, что земледелие требует освоения определенных стереотипных действий, шаблонных действий, со строгой очередностью. И поэтому этих детей часто и воспитывают достаточно авторитарно. Авторитарное воспитание приводит к низкой когнитивной сложности, глобальному когнитивному стилю. И напротив, охотники и эскимосы живут, казалось бы, в совершенно однородной среде. Среди белого снега. Но тогда заметим, уже в языке у этих людей есть масса слов для выделения отдельных оттенков белого снега, а это уже свидетельствует о высокой когнитивной сложности. И тогда добавим, что будущий охотник уже довольно рано получает в руки игрушечное ружьишко и воспитывают его отнюдь не авторитарно. Он получает уже рано достаточную самостоятельность, и подобное воспитание связано, конечно,
с высокой в дальнейшем когнитивной сложностью.